Привет, друзья! Сегодня приготовим с вами очень вкусный кекс с большим количеством изюма, орехов, с апельсиновой цедрой. Покроем его глазурью на желатине. Ссылку на ее приготовление я оставлю под видео. Кекс получается очень влажный и сочный за счет того, что изюм мы замочили в роме. Начнем приготовление. Мягкое сливочное масло комнатной температуры. Добавляем к нему сахар и начинаем взбивать на средних оборотах миксера. Масло должно посветлеть и увеличиться в объеме. Затем добавляем щепотку соли, ванильный сахар и цедру апельсина. Также можно использовать цедру лимона. Затем добавляем мак. Мак должен быть сухой, его не нужно предварительно ни замачивать, ни промывать. И взбиваем 2-3 минуты до однородности. Силиконовой лопаткой снимайте тесто со стенок миски, для того, чтобы тесто полностью стало однородным и хорошо взбилось. Затем по одному добавляем яйца. Яйца должны быть комнатной температуры. Добавляем одно яйцо. Взбиваем до однородности. Когда тесто полностью соединилось с яйцом, добавляем следующее. И так продолжаем до введения всех яиц. Смешиваем разрыхлитель с мукой. Тщательно перемешать необходимо. Одну столовую ложку муки мы добавим сейчас в сухофрукты. Сухофрукты я на 2 часа замочила в роме, затем ром слила, просушила сухофрукты бумажным полотенцем и сейчас в них добавляю 1 столовую ложку муки из общего количества. И хорошо перемешиваю. Очень важно, чтобы изюм был хорошо просушен, иначе он у вас сейчас слипнется и осядет на дно кекса. Добавляем половину муки в тесто и взбиваем до однородности. Затем добавляем вторую часть муки и снова взбиваем до однородности. Так тесто получается нежнее, когда вы добавляете муку в 2 этапа. Всыпаем сухофрукты. У меня здесь изюм разного вида, также можно использовать цукаты. И хорошо вымешиваем силиконовой лопаткой. Затем добавляем измельченные грецкие орехи. Если вы не любите орехи, можете этот этап пропустить. Я буду использовать в 2 формах, так как сделала большую порцию теста. Одна форма вот такая в виде цветочка. Я ее устилаю пергаментом, так как к ней тесто может прилипать. И во второй форме это маленькая прямоугольная одноразовая форма для кекса. Выпекаем такие кексы при температуре 160 градусов примерно 35-45 минут. Все зависит от вашей духовки. Готовность проверяем шпажкой. Она должна выходить полностью сухая из кекса. Кекс должен полностью остыть в форме, затем достаем его из формы и покрываем глазурью. Для покрытия я использую глазурь на желатине, так как она не трескается, не липнет, и мне она этим очень удобна. Я ее часто использую для покрытия различных кексов. Также можно контролировать степень ее плотности, можно делать и потеки, а можно покрывать так, чтобы она совершенно не стекала. Спустя 20-30 минут глазурь начинает хорошо твердеть, и я начинаю декорировать. Вот такие кексы у меня получились. Сейчас я покажу вам разрез. Нежный, сочный, ароматный. Он вам очень понравится. Сочетание мака и цитрусовой нотки
рома. Это очень вкусно, очень богатый, насыщенный вкус. А самое главное, что кекс получается очень влажный. Самое главное, не передержите его в духовке. Друзья, всем спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайк. Это помогает каналу продвигаться.